А перед просмотром видео рекомендую посетить канал страшных историй Дмитрий Рэй, где каждый найдет для себя что-то интересное. Парень старательно делает для своих подписчиков уникальный авторский контент. На канале вас ждут интересные и пугающие истории, которые пощекочут вам нервы. Поддержим канал подпиской, чтобы не пропустить новые выпуски. Ссылка в описании под видео. Озеро Примирения. Мы с моим другом и одногруппником Андреем очень любили исследовать аномальные зоны. К тому моменту, когда случилась эта история, у нас был уже 3-летний опыт исследований, любительских, но старательных. Большая часть наших исследований проходила в лесах. Порой мы немного заблуждались, возвращаясь с точки, или наоборот, идя к ней. Это было уже нормально, привычно, не страшно. Все равно максимум через день мы успешно выбирались к цивилизации. Это же Ленинградская область, больших лесов там просто нет. Такое заблуждение оказалось нам приятной адреналиновой добавкой к исследованиям. Оно нас радовало. Приключений так не хватало в скучной повседневной жизни. Именно в такие дни и после них мы с Андреем относились друг к другу особенно внимательно и заботливо, никогда не ссорились. Так было до того самого дня, когда наши дружеские чувства, разум и логика прошли брутальный краш-тест, проведенный определенно какой-то сверхъестественной силой. В тот день мы исследовали зону в Ленинградской области, в 3 часах езды от Волхова. Какой-то знакомый Андрея уверенно заявил, что там находится аномальная зона, по сравнению с которой Пермский треугольник – это детские игры. Показал место на карте, объяснил маршрут. Мы поехали туда сразу же, как сдали сессию. Может, просто день был неудачный, но нас совсем не впечатлило. Счетчик электромагнитного поля почти не отклонялся, на камере ничего не проявлялось. Все снимки полароидом тоже ушли впустую. Ни у меня, ни у Андрея не было даже намека на личный контакт с чем-нибудь паранормальным, поэтому на аудиозаписи мы тоже не особенно рассчитывали. Совершенно бесплодная вылазка. Поэтому то, что случилось с нами позже, до сих пор удивляет меня. Если бы мы нашли что-нибудь, это было бы также ненормально, но хоть понятно. Мы поняли, что заблудились, сориентировались по карте, поняли, что как ни крути, а шоссе на востоке, шли до сумерек. Первую ночь мы провели у костра вдвоем. Спать не так уж хотелось. Мы немного вздремнули по дороге, поэтому ночью болтали, смотрели на звезды, прекрасно проводили время. Когда рассвело, мы бодро и пафосно направились к восходящему солнцу. Настроение было прекрасное, как и всегда в таких ситуациях. Однако ближе к полудню что-то пошло не так. Мы с Андреем сверялись с компасом каждые 10-15 минут, и компас начал шалить. Стрелка отклонялась просто по своему произволу, не следуя никакой логике. Учитывая, что до этого у нас таких проблем никогда не возникало, сложно упрекнуть нас в том, что мы шли неправильно. Проблема была именно в компасе. Ну ладно, черт с ним. Андрей умел ориентироваться по часам и солнцу, а на крайний случай у нас лежал в рюкзаке навигатор. Просто с ним же неинтересно, не романтично. Он был именно на самый крайний случай. Мы продолжили путь, но компас не унимался. Он раскалился, по-другому не назовешь. Мы почувствовали запах горелого. Потом от Андреева жилета пошел легкий дымок от того кармана, где лежали компас, нож и пачка сухариков. Что из этого загорелось первым, непонятно, но все кроме ножа пришлось выбросить. У ножа оплавилась рукоятка, пользоваться им теперь было очень неудобно. Путь стал труднее. Почему-то я вдруг начала чувствовать каждый камешек, на который наступала, хотя до этого и после этого спокойно бродила в своих удобных разношенных гриндерсах почему угодно и никогда не ощущала дискомфорта. Откуда-то налетело целое полчище слепней.
Мы с Андреем не знали, что делать. Антикомариный спрей на них совсем не действовал. Пытались отмахиваться руками. Потом слепни исчезли, и через несколько минут нам послышалось одновременно, но разное. Я слышала что-то вроде гула из-под земли и подумала, что это электричка может или вертолет. А вот Андрею было хуже. Он услышал жуткий низкий голос сверху, который позвал его по имени и засмеялся. Вот с этого самого момента что-то случилось у нас обоих с головой. У обоих одновременно, хочу это подчеркнуть. Странно для помрачнения рассудка. Мы с Андреем внезапно возненавидели друг друга. Я с трудом подавляла желание кинуться на него с ножом, злорадно думая, что его-то нож испорчен, а значит, несмотря на Андрея вперевес в силе, шансы на моей стороне. Андрей потом признался, что тоже думал о том, что его нож вышел из строя, и прикидывал, не удастся ли меня придушить, если кинуться быстро и неожиданно. Пытаясь призвать остатки здравомыслия, мы сообразили идти друг от друга на расстоянии нескольких метров. Стало легче, но не намного. Кое-как возвращая ясность мышления, я попросила Андрея достать навигатор, чтобы сориентироваться. Андрей полез в рюкзак, яростно расшвыривая по земле еду, карты и даже свой плеер, который лежал выше. Потом достал навигатор, посмотрел на меня, улыбнулся и расфигачил дорогое хорошее устройство о ближайший ствол сосны. Как я в тот момент не накинулась на него с ножом, не знаю. Кажется, это только потому, что при созерцании такого безумия я сумела критично посмотреть на собственные эмоции и отчасти взять их под контроль. Тот момент был первым просветлением сознания. Я попыталась собрать с земли еду, но Андрей присел в звериную какую-то стойку, как если бы хотел броситься, стоит мне отвести взгляд, и я передумала. Мне очень нравилась мысль, что с моими продовольственными запасами полный порядок, а этот урод... совсем я не думала тогда, что Андрей, мой лучший друг, вынужден будет голодать из-за собственной тупости. Отпустило это состояние неожиданно и внезапно. Мы, исцарапанные, грязные и усталые, выбрались на берег озера такой несказанной красоты, что было даже неудобно там стоять, портить вид. Как-то сразу утихло и ненависть и желание убивать, но все-таки, думаю, это была немножко и наша с Андреем заслуга. Кое-как справившись со своими эмоциями, я в те часы, пока мы шли к озеру, пыталась прокричать ему какие-то советы, используя короткие фразы, понятные сколько угодно затуманенному сознанию. Кажется, под конец, ближе к озеру, у Андрея тоже стало немного получаться себя контролировать. На этом озере мы снова разожгли костер, разбили лагерь, съели мои припасы. Снова у нас были прекрасные дружеские отношения, хоть было и неудобно немного за недавнее. Перед тем, как лечь спать, мы решили еще раз пересмотреть отснятое. Наконец-то наваждение нас окончательно оставило, и мы подумали, что оно вполне могло быть доказательством аномальности той зоны. Но снимков не было, ни цифровых, ни полароидных, полностью чистые карты памяти на обоих фотоаппаратах. Их явно отформатировали, не было даже старых фоток. Непонятно куда исчезнувший из моего рюкзака пакет с полароидными снимками. Я напомню, на снимках не было ничего ненормального. Мы хотели так просто, для галочки пересмотреть снимки, хоть оба и знали, что они без следа сверхъестественного. Это тогда воспринималось, по крайней мере мной, просто как дружеское взаимодействие, доказательство нормальности после недавнего безумия, попытка окончательно поверить, что все с нами в порядке, что мы сможем сидеть рядом и не кидаться друг на друга с ножом или камнем. А теперь заключение, тоже вполне себе мистическое. Уцелела только одна карта, моя, плохо распечатанная с Яндекса. На этой карте мы с грехом пополам нашли это озеро и поняли, что шоссе находится примерно в 10 километрах. Это было чудесно. Мы легко нашли шоссе, вернулись на маршрутке в Волхов, потом домой.
Через пару недель мы решили съездить поисследовать то озеро. Стали искать его, но согласно Яндекс.Картам озера в том районе не существовало. Мы вывели на карту маршрут автобуса, на котором доехали, и внимательно изучали в течение 2 часов, потому что приближали очень сильно масштаб, всю местность по обеим сторонам движения, и ничего. Андрей не поленился позвонить в офис того маршрутного такси. Ему сказали, что маршрут последний раз меняли почти полгода назад, и то незначительно. Та старая распечатка тоже исчезла. Я не помню точно, довезла ее тогда домой или выбросила. Она была очень уж попорчена 2 сутками в рюкзаке, поэтому не знаю, есть ли в этом последнем факте мистика. И вообще не знаю, есть ли мистика в этой истории. Может, все это и можно объяснить тем, так говорит Андрей, что сознание под влиянием стресса может выкидывать странные штуки, но ведь не одновременно же. А и начало, и конец наваждения у нас с Андреем были именно одновременно. И к тому же тот факт с компасом, он меня настораживает. Андрей сколько угодно может утверждать, что солнечные лучи могли нагреть лезвие ножа и бла-бла-бла. Но ведь даже в жаркую погоду, даже под прямыми лучами солнца, нож в его кармане никогда прежде не воспламенялся. А в тот день было не так уж жарко, солнце то и дело скрывалось за тучами. И еще эти слепни, я никогда не видела их в таком количестве. В общем, я верю, что что-то мистическое в этом все было, но не думаю, что это сотворил старый добрый леший. Еще в первые сутки блуждания мы с Андреем просто прикола ради переодевали носки наизнанку и молитвы читали, и последней пачкой чипсов лешего пытались умилостивить. Цыганские страсти. В Липецкой области много цыган. Живут они обособленными поселками. Чаще всего занимаются перекупкой и перепродажей мяса или овощей. И, конечно, наркотики, воровство и попрошайничество. Так случилось, что моя сестра Светланка влюбилась в цыгана, и он ее полюбил. Жизнь прям как в романе. Светкины родители потомственные труженики полей, а вот Ромкины, в силу происхождения, руками только по чужим карманам работали. Домище у них 2 этажа кирпичный, телевизор плазменный огромный, кондиционер чуть не в каждой комнате и прочие свидетельства достойной жизни. Они хоть и православные, но Ромке запретили жениться на русской девушке. А тут Света забеременела. Ромка с отцом своим даже подрался, собрал вещи и ушел жить к Светкиным родителям. Жениться, правда, тоже не звал, говорил, что очень хочет, но не может. Родился у них замечательный мальчишка Артемка. На его крестинах я и познакомилась с дедом Романа, он один из всей Ромкиной родни пришел. Человек он был старой закалки, Артемку любил больше жизни. К Светке с почтением относился, уважительно, по имени-отчеству величал, за правнука в ноги и кланялся, но жениться все равно им запретил. Дед Янош прекрасный рассказчик был, да и Ромка тоже, не раз за рюмочкой нам страшилки рассказывали. И еще в советское время цыгане торговлей жить начали, в колхозах мало кто работал из них, позорно было, а кушать хотелось. Дровишек угля только по талонам можно было купить, и давали их только трудящимся на благо Родины. Зимой как-то собрался дед в лес, там на знакомой полянке не менее знакомый тракторист за мешок муки полтрактора дров свалил, да хороших таких бревнышек, сухих, не длинных, как раз на телегу по чуть-чуть складывать, да вечерком по темноте к дому свозить. Запряг я лошадку, а Ромка совсем маленький, лет 5-6, рядом вертится, мол, возьми, деда, меня с собой, я тебе пригожусь. И дернул же нечистый деда ребятенка зимой в сумерки в телегу посадить. Едут они потихоньку,
Лес в сторонке стеной темнеется, звезд не видно, тучами небо затянуло. Стемнело быстрее, чем дед рассчитывал, но поворачивать с полпути не стал, хоть и копошилось в душе нехорошее. Обложил лошадку матом на 2 языках, на родном и на русском, да подхлестнул поводьями. Вот и поворот знакомый, в колею трактором оставленную свернули, лес уже вот-вот, рукой подать. И завыли вдруг волки. Дед с телеги спрыгнул в снег, матом обложил уже и Ромку, и волков, и лес, и дрова. Даже тракториста с его семьей до 5-го колена помянул, не побрезговал. Пока лошадь из колеи по снегу развернул, Ромка за обрешетку телеги высунулся. «Деда, погоди, — говорит, — вон дядю подвезем». Янош как оглянулся, Ромку в охапку на дно телеги кинул. «Лежи, — говорит, — молись, только назад не смотри», а сам лошадь к дороге по снегу тянет чуть не бегом. Мужик из леса бежит, руками машет, кричит: «Эй, дед, подкинь до города!» Почти догнал, за борт телеги ухватился, подскочил, чтобы влезть в нее, а тут Янош лошадь на дорогу вывел, в телегу вскочил и дай бог ноги. Мужик не удержался, упал на дорогу. До дома летели, чуть лошадь не загнали. Ромка говорил, что сначала не особо молился, а как телега понеслась ухабами, так чуть не в голос «Отче наш» читал, за доски хватался, чтоб не вылететь. Домой приехали, мать с бабкой на деда накинулись. Куда дитё увез, почему не сказал, и вообще где дрова? Янош с телеги слез, Ромку снял, да чуть обратно не уронил. Зад телеги, где незнакомец схватился, чуть не в половину толщины досок 4 царапинами располосован, будто зверь когтями зацепил. Мольба ребенка. Случилось это с моей тетей Анжелой, ее 6-летней дочуркой Леной в лесах Карпат, куда они с семьей ездили к родным. Город небольшой, стоит среди леска, рядом находятся горы. После приличного дождя Анжела решила сходить за грибами, но и малышку с собой прихватила. Муж решил дома остаться, он вообще не ходок, больше любит поспать, полежать. А перед этим пару дней, пока гостили, рассказывали им, что люди пропадают иногда, а что да почему не ясно, был и нет человека. Муж только рукой махнул, сказки местные, но их это не остановило. Дальше повествование пойдет со слов Анжелы. Вышли мы, когда земля уже просохла, и было часа 2-3 дня. Погода была неплохая, хоть и облачная довольно. Зайдя в лесок, там был туман. Не сказала бы, что густой, просто туманчик. По лесам я бегать привыкшая, так что была уверена, что все будет отлично. Пару часов мы ходили, ни одного грибка не было. Потом смотрим, полянка усеянная, да так много и все разные. Начали собирать да в корзинку класть. Набрали полную, сели отдохнуть и не заметили, как задремали. А как проснулась ночь уже глубокая, а полянки как и не было, лес кругом густой. Малышка, когда проснулась, посмотрела на все, да так и замерла от страху. Пошли мы в том направлении, где по идее должен был быть дом. Шли долго, а все лес да лес. Лена держалась, не жаловалась, видно, сильно испугалась. Где-то через час, может, 1,5 я уже не выдержала. Господи, да что же это такое? А что такое? В лесу у меня никак заплутали, так как погляжу. Смотрят, старичок на пне сидит да улыбается. Давно ко мне никто уж не хаживал с дитятой. Мне ж веселее будет. А сам хихикает довольно. Ленка в этот момент как начнет плакать. Да так, что в лесу эхом отдает, и к дедушке этому в руку вцепилась. «Дедулечка, скажите, как выйти? Я домой хочу к папе. Пожалуйста!» И так протяжно, как дети, когда сквозь слезы говорят что-то. Старичок так и замер от неожиданности, посмотрел на нее внимательно. «Не надо мне тут плаксы такие.
Вот, куст лещины видите? Пойдите к нему, да не оглядывайтесь, а там и дорогу найдете». Девочку слегка в сторону матери подтолкнул и был таков. Про куст он не обманул. Пройдя метров 5 после куста на дороге оказались, а уже потом узнали, что до места, где вышли. По логике мы прошли больше 60 километров. Только вот за 9 часов с 6-летним ребенком это невозможно. Уехали мы оттуда через 2 дня, а люди по прошествии 13 лет до сих пор там пропадают.